Здесь у меня 350 грамм муки. Добавляю чайную ложку соли и чайную ложку или 5 грамм разрыхлителя. В рецепте классической фокаччи мы добавляли дрожжи. А здесь, чтобы быстро приготовить эту вкуснейшую фокаччу, мы добавляем разрыхлитель. Вот так все перемешаем. Замешиваем тесто обычной водой комнатной температуры. Воды у меня было 220 миллилитров. И теперь мы добавим 2 столовые ложки оливкового масла. Как вы помните, в фокачче оливковое масло – это один из главных ингредиентов. Теперь продолжим замешивать тесто рукой. Перенесли тесто на стол и здесь продолжим формировать это тесто. Дополнительно муку не добавляйте. И все, тесто готово. Это заняло меньше 10 минут. Теперь сформируем из этого теста вот такой вот длинный рулетик. Разрежем на маленькие кусочки. Я буду делать маленькие хлебчики, где-то по 50-60 грамм. Конечно, размер хлеба сами определяйте. Хотите, делайте побольше. Это уже на ваш выбор. Из этих комочков сформируем шарики. Для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, я вам рекомендую немножечко смочить руки оливковым маслом. И будет намного легче работать потом с тестом. И вот так берете, смотрите, и подгинаете вот края снизу. И получается очень хороший, красивый шарик у вас. Вот так вот подгинаем, подгинаем, проходим по кругу. Вот так вот. И на этом достаточно. Потом все это внизу вот так соединим. И наш шарик готов. Откладываем. И то же самое со всеми остальными комочками. Из 350 грамм муки получилось 10 маленьких фокаччи. Итальянцы были бы не итальянцами, если бы они просто поджарили эту фокаччу и на этом все. Они еще любят добавлять в эту маленькую фокаччу начинку. Теперь я накрою это тесто и быстренько сделаем начинку. Конечно же, итальянцы обожают свой сыр моцарелла. Можно спокойно использовать также обычный сыр типа голландского. И, конечно же, ветчина. Куда итальянцы без нее? Теперь нарежем это все на маленькие кубики, и начинка будет готова. Вот и все. За пару минут мы подготовили и начинку. Начинаем разогревать нашу сковородку. Сковородка должна быть антипригарная. Пока наша сковородка разогревается, приступаем к формированию фокаччи. Берем один из комочков и вот так вот раскатаем. Вы можете прямо так, без всякой начинки, обжарить этот хлеб с обоих сторон. У вас получится вкуснейшая фокачча. Или же добавьте любую начинку, какую вы предпочитаете. Вот, смотрите, берем края и соединяем в середине. Напоминает немного формирование осетинских пирогов или хачапури. Вот так соединили и придавили немножечко. И одна фокачча с начинкой готова. Вот эта вот штука очень полезная. Обязательно приобретите, пожалуйста. И точно так же готовим все остальные фокаччи. Если у вас нет скалки, то ничего страшного. Можно просто пальчиками вот так вот придавить. Когда ваша сковородка хорошо подогреется, огонь убавьте на средний. Теперь кладем наши фокаччи сюда. Вот так еще расправим, чтобы более плоское получилось. Накрываем крышкой и обжариваем около 5 минут с каждой стороны.
По-моему, с обоих сторон прекрасно они обжарились. Достаем. И под конец я испеку просто хлеб. Вот такой вот. Не испеку, а обжарю просто вот такой хлеб фокачча. Несколько минут и хлеб фокачча, маленький хлеб фокачча готов. Какие красивые маленькие фокаччики у нас получились, посмотрите. Давайте разрежем и посмотрим, как изнутри они выглядят. Посмотрите, сыр расплавился. И посмотрите, как аппетитно он выглядит. Очень вкусно. Если же хотите приготовить классический рецепт фокаччи на дрожжах, то этот рецепт тоже есть на нашем канале. Ссылка будет в описании под этим видео. Посмотрите и приготовьте, пожалуйста. И та фокачча, и эта фокачча, они очень-очень вкусные. Готовьте и пробуйте новые блюда. Я вам очень рекомендую, ведь столько интересного есть в кухнях разных стран. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.